Сегодня готовим очень вкусную и оригинальную закуску из помидоров с баклажанами. Сначала подготовим помидоры. 6 помидоров моем и обсушиваем. Затем ножом срезаем шляпку примерно на 3/4 высоты. Из большей части помидора с помощью чайной ложки вынимаем мякоть. Получаются вот такие чашечки. Теперь подготовленные помидоры кладем на бумажное полотенце, чтобы стек сок. Баклажан разрезаем вдоль на 2 части. Нам понадобится только половина баклажана, это примерно 100 граммов. И нарезаем очень тонкими полукольцами. Выкладываем баклажаны на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим на сильном огне буквально полминуты с одной стороны. Затем переворачиваем на другую сторону и жарим 15-20 секунд. Жарим быстро, чтобы не погорели. Кладем на бумажное полотенце, чтобы впиталось масло. Теперь приготовим начинку. 200 граммов твердого сыра, у меня сыр кантри, натираем на мелкой терке, можно использовать адыгейский сыр. В сыр добавляем мелко нарезанный пучок укропа, выдавливаем зубчик чеснока, заправляем майонезом 100 граммов и хорошо перемешиваем. По желанию можно посолить. Наполняем помидоры начинкой. Меньшие части помидоров разрезаем пополам. Затем нарезаем тонкими пластинками. Теперь делаем украшения. Выкладываем поочередно обжаренные ломтики баклажанов и пластинки помидоров. Слегка смазываем начинкой, у меня осталась 1 столовая ложка. Как бы скрепляем лепестки. И скручиваем. Получается вот такая розочка. Вставляем в заготовку. И расправляем лепестки. Получается вот такая красота. Очень простая, но в то же время оригинальная холодная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Попробуйте приготовить. Волованы со свеклой и сельдью. 400 граммов слоеного бездрожжевого теста раскатываем в пласт толщиной 5-7 мм. Как я готовлю слоеное тесто, смотрите на экране или в описании под видео. И вырезаем квадратики 6 на 6 сантиметров. Я обычно делаю из картона шаблон, чтобы все квадратики были одинаковые. Получается 16 квадратов. Делим пополам. 8 квадратов оставляем целыми, а в остальных вырезаем серединку. Я использую стопку. Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем целые квадратики. Смазываем желтком. Сверху кладем квадратики с вырезанной серединкой. И также смазываем желтком.
Ставим хорошо разогретую духовку и выпекаем 20-25 минут при температуре 220 градусов. Для начинки натираем на мелкой терке одну среднюю вареную свеклу. Выдавливаем 1 зубчик чеснока. Солим по вкусу. Перчим. Заправляем 1 столовой ложкой майонеза и перемешиваем. Балаваны достаем из духовки и даем остыть. Одну селедку я заранее разобрала на филе и нарезаем на кусочки шириной 1 сантиметр. В балаванах при выпечке поднимается серединка. Ее нужно аккуратно опустить. И наполняем начинкой. Сверху кладем по 2 кусочка селедки. И украшаем укропом. Сочетание слоеного теста, свеклы и селедки – это невероятно вкусно. Получается вкусная, яркая, праздничная закуска. Балаваны можно готовить с разными начинками, но в этом варианте мне нравится больше всего. Мелко нарезаем 2 вареных яйца, и 2 небольших малосольных огурца. Летом я часто готовлю такую закуску с малосольными огурчиками. Это очень вкусно. А зимой с маринованными. Как я готовлю малосольные огурцы, я оставлю ссылку под видео. 80 граммов твердого сыра натираем на мелкой терке. Печень трески 120 граммов разминаем не сильно мелко, а чтобы оставались небольшие кусочки. Добавляем яйца, сыр, огурцы, заправляем майонезом 2-3 столовые ложки и хорошо перемешиваем. На дно тарталеток выкладываем листья салата, по одному или несколько листочков. Сверху начинку. У меня тарталетки маленького размера, из этого количества начинки получается 16-17 тарталеток. Получается очень вкусная, нежная, праздничная закуска. Готовится просто и быстро. Такая закуска выручит, если неожиданно придут гости. Попробуйте приготовить. Приятного аппетита! Грибы закусочные. Вешенки 500 граммов. Разбираем на грибочки. Если крупные, разрезаем на 2-3 части. Подготовленные вешенки заливаем холодной водой. Добавляем 2,5 столовые ложки соли. Перемешиваем и ставим на огонь. Варим после закипания 10 минут. Затем сливаем воду и даем остыть. Одну луковицу нарезаем тонкими полукольцами. Кладем в глубокую емкость. 1 болгарский перец нарезаем соломкой. Добавляем к луку. Большой пучок зелени, укропа и петрушки мелко нарезаем. И кладем в миску. Добавляем 50 мл растительного масла, 35 грамм 9% уксуса, 1 столовую ложку сахара без горки, пол чайной ложки соли и все хорошо перемешаем.
В маринад добавляем остывшие грибы, перемешиваем и ставим в холодильник на 30 минут мариноваться. Грибы по этому рецепту получаются просто бесподобные. Также можно готовить и шампиньоны. На праздничном столе такая закуска разлетается за считанные минуты, но очень вкусно получается. Попробуйте приготовить. На мелкой терке натираем 100 граммов твердого сыра, 1 вареное яйцо и крабовые палочки 2 штуки. Добавляем майонез 2 столовые ложки и хорошо перемешиваем. Если необходимо, посолите. На мой вкус солить не нужно. 400 граммов ветчины нарезаем тонкими кружочками. На ломтик ветчины кладем 1 чайную ложку начинки. Свежий огурец нарезаем тонкими брусочками и кладем на начинку, немного вдавливая. Сворачиваем рулетиком и обвязываем полосками копченого сыра сулугуни. Вместо огурца можно использовать болгарский перец. Получается очень вкусная, нежная закуска. Готовится просто и быстро. Интересно смотрится на праздничном столе. Попробуйте приготовить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями рецептом в соцсетях, пишите комментарии, смотрите другие наши видео.